Перед тем, как мы начнем, под эти замечательные кадры обзора новой яхты, хочу сказать огромное спасибо всем, кто подписался на канал и поддерживает мои видео. Это безумно мотивирует делать для вас еще больше интересного контента. Если вы здесь впервые, добро пожаловать. Подписывайтесь, здесь говорят о яхтах так, что даже на берегу хочется поставить парус. А теперь к делу. Сегодня у нас особенный выпуск. Мы разберем новую парусную яхту. Реально новую. Она вообще только одна в мире на текущий момент. Сейчас, как вы поняли, вы видите графику для общего обзора, но совсем скоро я покажу ее в реальности. Да, название не самое простое. Читается Вокье, но эта яхта обещает быть незабываемой. Меня зовут Дмитрий Нароженко. Я агент по аренде и продаже яхт. И сегодня я покажу вам, почему Вокье заслуживает вашего внимания. И сразу интрига. Эта яхта претендовала на звание лучшего круизного парусника 2025 года. Но сможет ли она составить конкуренцию легендарной Амель? Давайте разбираться. Прежде чем нырнуть в детали, давайте немного истории. Вокье не новички в мире яхтостроения. Их верфь появилась в 1965 году. И все благодаря одному парню по имени Анри Вокье. Представьте, человек занимался кожевенным бизнесом, а потом такой, а почему бы не начать строить яхты? И вот так началась легенда. За это время Вокье построили более 2500 яхт. Не просто красивых, но и надежных. Их модель Centurion до сих пор считается культовой. Производство находится во Франции, рядом с Лилем. Палуба из настоящего тика. Широкая. Каретки стакселя аккуратно смещены на рубку, то есть можно ходить даже босиком, не опасаясь за ноги. В носовой части первое, что бросается в глаза – вместительный рундук. В него легко помещается все дополнительное оборудование, что значительно упрощает хранение. Корпус выполнен из современных композитных материалов, усиленных карбоном. Это делает яхту легкой, но при этом невероятно прочной. Одним из ключевых преимуществ этой модели является большое количество люков и иллюминаторов. Они не только обеспечивают естественное освещение внутри, но и отличную вентиляцию. А это значит, что в каютах всегда свежий воздух, даже в жаркий день. Переходя ближе к корме, обращаем внимание на купательную платформу. Она просторная, с удобным доступом к воде и складной лестницей. Теперь давайте заглянем в кокпит этой красавицы. Он спроектирован с особым вниманием к комфорту и безопасности. Центральное расположение кокпита обеспечивает оптимальный баланс и защиту во время плавания. И снова много света. Верхняя часть спрей-бимени, не знаю, как его еще назвать, она передвижная, это удобно. Вся конструкция цельная. Боковые окна напоминают советский автопром. Видимо, дизайнер здесь и вдохновился. Шутка, конечно, но выглядит достаточно стильно. И есть возможность по отдельности открывать лючки на спрей-бимени. Кажется, я ввел новый термин, и он прижился. Пункт управления напоминает Амель, но различия все же есть. Например, здесь установлено два двигателя мощностью по 75 лошадиных сил. Позже еще их покажу. Возвращаясь к автопрому, чарт-плоттеры сильно напоминают китайский Лисян. Ну, сами посмотрите. Столик в кокпите на 4-5 персон. Удобно, что капитанское кресло поворачивается прямо к нему. Можно не выпадать из тусовки даже в условиях швартовки. При наличии двух топодрулек и двух моторов можно вообще боком ездить. А как же киль, спросите вы? Так его можно поднять, и длина будет 1,5 метра, а в открытом виде 4. Все лебедки на яхте электрические. В кают-компании светло и уютно. Первым делом после спуска по трапу видишь металлическую трубу. Это жесткость продолжения мачты. Сам профиль не стали загонять в кают-компанию, и правильно, выглядело бы это не очень. Стол на 6 персон. Он подъемный. Можно поставить гидравлику, но опционально. А можно и ручками поднять. По правому борту уютно расположились два кресла с поддержкой для ног. Выглядит все неплохо. С точки зрения функциональности тоже нормально. Можно книжку почитать или за ноутбуком поработать. Не могу не отметить боковые окна. Это реально кайф. Сидишь и смотришь на море. Прямо из кресла. Вот, видимо, его истинное применение. Носовая каюта выглядит прям хорошо. И считается гостевой. Кровать комфортного размера. Сама каюта достаточно компактная. Окна на бортах продлевают линию из кают-компании. Это сразу бросается в глаза. Заходишь и видишь океан. Есть и отдельный санузел с большим зеркалом. И много шкафчиков для хранения вещей. Открываются при помощи торчащих веревочек из кожи. Поэтому определить системы хранения достаточно просто. Там, где торчат веревочки, там есть какой-то шкафчик. Забыл сказать, что в носовую каюту путь лежит через 2 ступеньки. Видимо, по-другому было сделать никак. Это, скажем так, необычно, и думаю, нужно к этому привыкать. Под креслами, кстати, есть еще место для хранения, а поддержка для ног
регулируется кнопкой на столике, но не в этот раз. Штурманский стол аккуратный и хорошего размера, если захочется порисовать на бумажных картах, например, или поработать за ноутбуком. Далее дверь в санузел второй каюты. Там только унитаз. Все по-спартански, для детишек. Но благодаря такому решению образовалось место для стиральной и сушильной машины 2 в 1. Чистота прежде всего, а детишки переживут. Выше стиральной машины есть дополнительное место для хранения. И вот она, каюта для детишек. Подростка тоже при желании можно засунуть. Особо смотреть тут не на что, поэтому мы сразу двигаемся в сердце яхты, машинное отделение. Если посмотреть на схеме, оно по размеру, на мой взгляд, чуть больше детской каюты. Даже такой большой дядька туда легко забежал. Моторы на этой яхте, как я уже говорил, по 75 сил. Они могут разогнать яхту до 12 узлов. Помимо 2 моторов, сюда поместили вообще все. А еще я впервые узнал, что яхта может работать без отдельного генератора. То есть он встроен в стационарный двигатель и дает 220 на борту. Если я, конечно, все правильно понял. Здесь же находится опреснитель воды. Запас воды на этой яхте 720 литров, а топлива 930. Эта тумба, конечно, не очень вписывается в интерьер, но думаю, это как с трубой. Ситуация, наверное, была безвыходной. Слева от входа еще добавили небольшой кухонный гарнитур, так как сам камбуз не очень большой. Холодильников здесь 3. Один с вертикальной загрузкой, второй металлический под столешницей и еще один нормальный полноразмерный. Или можно вместо него поставить посудомойку, но это я так понял. Плита электрическая. От газа уже почти все производители ушли. А что делать? Ведь он дорогой. Но все говорят, что это в целях безопасности на борту. Каюта владельца меня удивила своим масштабом. Ведь ширина яхты 5 метров 25 сантиметров. Это круто. Зеркало в полный рост классно, добавляет объема и так большой каюте. Но если лежать на кровати, то видишь свое отражение. На мой взгляд, спорное решение. Сразу вспомнился фрагмент из фильма «Американский психопат». Помните? Еще из удивительного – это выход прямо в кокпит, как, например, на катамаране «Лагун-52». Кто ходил, тот знает. По центру каюты расположена действительно большая кровать и большой телевизор. Все очень по-домашнему. По правому борту удобный диванчик, прикроватная тумбочка и свет. Много света. Даже в павильоне на выставке в яхте много света. Представляете, что будет на солнце? Разумеется, все эти окна закрываются белыми шторками, легким движением руки. Есть несколько шкафов для хранения. В одном из них какие-то приборы. Если кто-то знает, что это, напишите в комментариях. Санузел небольшой, но с полноценной душевой кабиной. Каюта действительно комфортная. Высота потолков примерно 2,5 метра. Это нигде не указано, но по ощущениям так. Это, пожалуй, лучшая каюта на яхте такого размера, в какой я когда-либо был. Если кто-то встречал на 55 футах что-то интереснее, поделитесь в комментариях. Также не забыли про полноценное рабочее место с аккуратно выдвигающимся сиденьем. Не могу сказать, насколько долго на нем можно просидеть, но задумка неплохая. Выйти мне предложили через запасной выход. Это правда удобно. Например, если забыли что-то в каюте, можно оперативно вернуться. Не спорю, выглядит на этой яхте все достаточно наляписто. Но зато это очень функционально и комфортно, как вы уже успели заметить. Корма очень напоминает Бенету Oceanis. У этой яхты доступно 2 версии – Grand Voyageur и Honor. Разницу можете увидеть на фото. Я, если честно, не понял, во что трансформируется пространство для дивана в каюте владельца. Но четко видно, в версии Grand Voyageur каюта для детей страдает еще больше. В ней забирают единственную тумбочку. Если вам интересна эта яхта или любая другая, я могу помочь с ее приобретением. Стоимость этой яхты начинается от 2 миллионов 700 тысяч евро. Если вам понравилась яхта и вы рассматриваете покупку, пишите мне в директ, обсудим все детали. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. С вами был я, Дмитрий Нароженко. До встречи в новом выпуске.